Добрый вечер, друзья! Добро пожаловать в класс на практические занятия. В класс вход свободный. Уверен, кто с нами, всегда с нами. В нашем кругу разговор только о высоком, о рулетке, о психологии и, конечно, о ваших комментариях. Так тому и быть. Сегодня 10 октября 2024 год. Шарик положу в номер 5, для того, чтобы вы обратили внимание, что рядом номер 10. Номер 5 и 10 расположены на колесе рулетки друг за другом. Это ответственный момент на моем контенте «Рулетка и мы». Сердце Лайф. Ответственность – это то, перед чем настает жизнь, и чего мы стараемся избежать. Как только мы начинаем задумываться о деятельности и об ответственности человека, мы не можем не содрогнуться, ибо в ней есть что-то пугающее и в то же самое время что-то величественное. Страшно осознавать, что в любой данный момент мы несем ответственность за все, что за ним последует, что каждое решение, от мельчайшего до самого крупного, это решение навеки, что каждый раз мы реализуем, либо упускаем возможность, имеющуюся только на данный конкретный момент. Каждый момент содержит в себе тысячи возможностей, но мы можем выбрать только одну из них, тем самым все остальные возможности отвергаются. Разве не прекрасно осознавать, что наше будущее, а вместе с ним и будущее всех и всего, что нас окружает, зависит, хотя и в малой степени, от того, какое решение мы принимаем. То, что мы реализуем этим решением, что мы приносим в мир, таким образом сохраняется. Притворяя свои действия в жизни, мы не даем им исчезнуть бесследно. Ваша душа будет всегда вашей, и не только в материальном мире, а проживая во времени, ваша жизнь будет всегда вашей, и у вас всегда будет возможность выбирать по жизненному пути поступки, действия, воссоздавая благо в истине через сознание. Тогда окружающий мир будет продлевать нашу цивилизацию на многие-многие времена, а время, как символ наших возможностей, будет иметь только цифровое значение, так как материя и, следовательно, ваша жизнь будет бесконечной, меняя только формы. Продолжим. Покажу вам несколько бросков. Это мои поставленные броски. Что это значит? Вращение диска, вращение шарика запускаю с определенной скоростью. В поле в треке буду делать ставки с учетом понимания, где может остановиться шарик, и небольшие пояснения. Это табло для текущих номеров. Попробуем. Номер 10. Итак, что у нас получилось? В номере есть. Я поставил точечную ставку, удваивал номер 5. Если вы впервые смотрите это видео, то ранее видео посмотрите, пожалуйста, мой контент. И там есть устные ставки, я подробно рассказываю о ставках. Точечная ставка 2 соседа, 3 соседа, 15 номеров и полколеса. Они очень логичны, легко запоминаются. Но в данном случае у меня сыграла точечная ставка 2 соседа. Это очень круто. Здесь стоит, везде стоит, так что мы в плюсе. Выигрыш, посчитайте сами, это пятаки.
повтор номер 10. Я сейчас использовал не точечную ставку, а, как я говорил ранее, 3 соседа. Выбрал зону 10. Это золото, это бронза. Сыграла золото, там тоже у нас стоит. Это хороший результат. Продолжим. Номер 10. Ну, у меня больше нет 10, поэтому вот так вот сделаю. 2 штуки только. Это третий раз повтор. И опять же сыграл. Посмотрите. Я опять же сыграл ставку 3 соседа, зону 10. Я понимал, что шарик идет в этот район. И он прям угодил в номер 10. 3 повтора, это очень круто, ребята. Это нет никаких здесь магнитов, нет никаких тут хитростей. Я показывал ранее колесо. Это только профессионализм. Мой профессионализм, понимание скорости, то, к чему я вас и пытаюсь донести. И в наших практических занятиях мы и начинаем разбираться в скоростях. Это хороший результат, хорошая выплата. Продолжим. Номер 13. Я сейчас опять использовал 3 соседа, опять использовал зону 10. Только сейчас играла бронза, не золото. Вот это крайние номера, это крайние соседи, это бронза. Но я выбрал зону 10. 10, 36, 1, вы посмотрите потом. Это как раз ставка 3 соседа. Я закрыл равно 15 номеров. И здесь я также закрыл TTR. И как бы вот тут так все и получилось замечательно. Продолжим. Номер 29. Обратите внимание, я сыграл точечную ставку 10, 36, 1, но мне показалось, что он уйдет по скорости, что он уйдет чуть-чуть дальше, да, поэтому я поставил, еще шарик вращался, уже видели, я поставил еще 4 сосед. Да, выплата будет немного меньше, но лучше выиграть чуть-чуть поменьше, чем проиграть чуть-чуть побольше. В данном случае у нас выигрышная ставка номер 29. Я покажу вам сейчас 3 соседа, чтобы вы понимали, о чем разговор идет. Вот посмотрите. Вот сейчас я сыграл зону 1, 10, 22, зону 1, с учетом еще одного соседа. А в принципе, вот они, 0 напротив 10, это вот 8 зон. Это для тех, кто только-только начал смотреть. Ну, а тех, кто знает, ну, будет, в общем-то, повторение мать учения на пользу только. 8 зон. 0, 10, 6, 9, 1, 21, 11, 28. А рядом, вот видите, сверху, это 3 соседа, 15 номеров. Это самая оптимальная ставка. Вы не привязаны ни к Тиеру, ни к Вазану. Зачем играть? Если вы хотите сыграть единичку, зачем вам играть Альфа-Лайнс, еще там бог знает сколько. Поставили 3 соседа, 1, 10, 22, упало в районе 15 номеров, там и там, вы в порядке. Ну, я думаю, понятно, да? Продолжим. Итак, выпал номер 29.
у нас стоял сосед, еще раз повторяю, вот эти, я поставил. В данном случае я поставил, я еще также здесь никаких нахлёстов, нет дырочек, все закрыто. И как раз я почувствовал, что... Ну, я сам бросал, поэтому я понимал, что он может уйти, и как раз я все это и поставил. Продолжим. Ну, я сейчас сделал очень такой очень грамотный ход. Сейчас, секунду. Поставим. Да, сегодня прям одни повторы идут. Я уже играл не 4 соседями, я сыграл 3 соседа, 1, 10, 22. И у меня сыграл сосед 29. Ну, я что хочу, к чему вас хочу приучить и показать, что шарик шел против часовой стрелки, и он шел в сторону единички, поэтому здесь он просто хорошо упал, не было большого проката. Поэтому я и поставил с учетом того, что если он остановится где-то там, в районе 29, если пойдет, то пойдет на арфаланс. Видите, я арфаланс поставил 1, 9, 14, 20, 31, еще 34, 16 прикрыл. То есть вот в течение вот этих 2 секунд, которые есть после броска, так как мы играем, учимся считывать броски, то, естественно, у нас будет... Спин только, мы должны успевать делать спин только после броска. Это непросто, но я буду, как говорится, вам давать информацию. А если у вас будет желание, вы будете просматривать мои эфиры и потихонечку будем развивать все возможности и щитку скорости шарика, и щитку диска, но пока будем только скорость шарика. Ну, в данном случае, я думаю, что мы очень хорошо сыграли эту сессию. У нас не было ни одного промаха. 5 бросков, 5 попаданий. С хорошей выплатой. Думаю, мы закроем эту сессию, где я играл поставленными бросками. То есть вот сейчас я как бы вам показываю то, чему я хочу вас научить. Это понимание скорости диска, понимание скорости шарика. Но это очень, очень сложно. Но в данном случае, как говорится, кому сейчас легко. Давайте закроем эту сессию и перейдем уже к скорости, которую я буду показывать, те скорости, которые мы знаем. Ну, сейчас я все это уберу, чтобы вас не отвлекало. Но прежде, давайте посмотрим, сколько сегодня игроков за игровым столом. 2690 игроков. Еще раз лично вас приветствую. Вы сделали правильный выбор, подписавшись на мой контент. Я обещал, что рассматривать одну скорость шарика без примеров с другими скоростями шарика нецелесообразно. Свое слово сдерживаю. Вот лоток. Это вот подарочек для вас. И это еще не все скорости шарика. Если учесть, что физический дилер может закрутить шарик до 1500 км в час, не путайте, я имею в виду про этот шарик. Но это не 1500 км в час, понятно. Положу-ка я его в 5. Итак, если учесть, что физический дилер может закрутить шарик до 1500 км в час, а шаг взять скорости, допустим, 50 км в час, то получается, что нужно более 30 шариков, чтобы показать все скорости. То есть в 3 раза больше, чем вот в этом лотке шариков.
А если взять шаг 25 км в час, сколько понадобится шариков? Мешок? Может быть, 2 мешка? Как вам такой расклад? А вы говорите, магниты. Да тут голова кругом пойдет не только у дилера. Сама рулетка будет кричать, что вы делаете? Я же умная, я все предусмотрела. Итак, друзья, беру из лотка шарик. Я знаю, какой шарик я буду брать. Внимание, ответственный момент. У нас появляется новая скорость для тренировок. И это шарик, вот перевожу сюда, желтого цвета. И присвоим этому шарику скорость 901 километр в час. Еще раз. Желтый шарик, если после броска я буду показывать желтый шарик, начальная скорость была 901 километр в час. Думаю, это уже вам понятно. А те, кто только подключился, посмотрите ранние эфиры, чтобы как бы войти в курс дела. Итак, теперь у нас есть две скорости. Напоминаю. — 1100 километров в час. Если я после броска покажу вам теннисный шарик, значит начальная скорость на первой секунде была 1100 километров в час. Я эти скорости знаю, поэтому и делюсь с вами своим опытом и пониманием. Мы для этого и собрались здесь. И если я после броска покажу вам теннисный шарик желтого цвета, следовательно, это была начальная скорость 901 километр в час. Ну что, самое время перейти к тренировкам. Еще раз напоминаю, если после броска покажу белый теннисный шарик, это 1100 км в час. Если покажу желтый шарик, 901 км в час. Я не буду в поле сейчас ставить ставки. Я предварительно показал вам возможности сочетания диска и шарика. Но нам нужно сначала научиться понимать скорости шарика. Их много. Поэтому скорость диска мы не учитываем. Научитесь разделять сначала отдельно скорость шарика, а потом мы научимся отделять скорость диска от шарика. Потом мы все это вместе соединим. Только в этом случае будет у вас появится возможность за это время, набрать опыта. Ну что, попробуем. Начальная скорость 1100 км в час. Хочу, чтобы вы тоже обратили внимание, какой бы ни был профессиональный дилер, повторить скорость прям, скажем, в точку, там 1100 км в час невозможно. Есть какие-то отклонения, 25, 30, даже 40-50 километров, это будут отклонения, и визуально их невозможно увидеть. Поэтому 1100 км в час это вот как бы образная такая форма подачи скорости, но отклонение возможно. Вот это вам нужно будет тоже учесть. — 901 км в час. — 1100 км в час.
1100 километров в час. 901 километр в час. 1100 километров в час. На скорость диска не обращаем внимания. 901 километр в час. Отклонение возможно. Я вам не показал шарик. Это была другая скорость. Скоростей много. Вот обратите внимание на такое вращение. Тысячу 100 километров в час. 1100 километров в час. 901 километр в час. 901 километр в час. 'Я не показал скорость. Это была скорость немножко другая. Друзья, я хочу вам дать такую информацию. Вот вы едете на машине 60 километров в час, да? Ну, обычная городская скорость. А у нас сейчас есть две скорости. 1100 километров в час и 901, ну 901, да, это как бы понятно. Разница в математике, надеюсь, все сильны, раз играем в рулетку. Здесь нам надо уметь считать, чтобы вас не обманули при случае. Так вот, когда вы едете на машине 60 километров в час, а кто-то вас обгоняет и едет 260 километров в час. Вот эта разница 200 километров в час, и он быстренько ушел вдаль. Вы говорите: о, сумасшедший, или там Шумахер. Так вот, на рулетке есть маленькая особенность. Разница в 200 километров в час визуально незначительная. Вот в этом как бы есть очень важный момент. На рулетке шаг 200 километров в час, и вот я сейчас вам показываю эти скорости, потом обратите внимание, прокручивайте постоянно туда-сюда, чтобы вам понять вот эту разницу. Так вот, разница незначительная. Шаг 200 километров в час, а визуально вращение шарика незначительное. Вот в этом вся сложность. Давайте сейчас попробуем. Я хочу вам сначала напомнить, что самая актуальная ставка, я ранее говорил, но кто-то сейчас подключился, это ставка в 3 соседа. Поэтому я хочу вам сейчас напомнить, покажу эти 3 соседа и немножко попробуем поиграть уже
делая ставки. Попробуем. Вот обратите внимание, ставка 3 соседа. Я поделил колесо на 8 зон. Сверху зелененькая это зона 0, напротив зона 10. У нас есть зона 6, напротив зона 9. Есть зона 1, напротив зона 21. И есть зона 11 и напротив зона 28. А вот свыше, там маленькие три соседа, это как раз ставка 3 соседа. Мы закрываем 15 номеров. Это очень удобная ставка. Вот, допустим, если вы хотите сыграть в районе зоны 1, что вам закрывает Альфа-Лайнс весь еще, причем тут 6, да, допустим, еще там рядом какие-то номера, это неудобно, или что там, все колесо, что ли, закрывать. А 3 соседа поставили, у вас 15 номеров, если шарик остановился в этом секторе, зоны 1, все, пожалуйста, вы в шоколаде. Я думаю, это понятно. Но мы будем периодически возвращаться к этому. Сейчас вернусь. Итак, что мы сейчас будем делать? Я предварительно сначала покажу скорость, которая будет на начальной у меня, и буду делать ставку. Это немножко усложняет, конечно, мне задачу, потому что мне нужно делать после броска, но попробую. И посмотрим, что он будет получаться. Не на каждый бросок буду отзываться, чтобы мне суметь сориентироваться. И тем не менее, попробуем. Также сначала еще раз показываю либо желтый, либо белый шарик. Причем, обратите внимание, я никогда не покажу их вместе, потому что это две разные скорости. Но вы должны понимать, что при скорости 1100 км в час в какой-то момент движение шарика, конечно, не этого, понятно, будет где-то 900 км в час, и он дальше будет скатываться. Для желтого шарика это недоступно. Подняться до уровня 1100 км в час он физически не сможет, потому что он сразу начнет уже уменьшать скорость. Но это так, чтобы как бы немножко отвлеклись и настроились сейчас на следующую сессию. Попробуем. Но прежде напомню про ставки в полколеса и неделимые номера. Ну что, давайте попробуем. Я сейчас буду вам показывать после броска 1100 км в час, либо 901 км в час. И после того, как покажу вам скорость, определяю, естественно, в этот момент и скорость еще и диска, и попробую делать уже ставку. Не на все буду броски отзываться, но ваша задача при всех случаях только скорость шарика. Привыкайте к скорости шарика. Диск пока не надо вам. Но сначала нужно научиться именно определять скорость шарика, так как скоростей много, поэтому это очень сложный процесс. И пока мы не научимся определять скорости шарика, нет смысла включать скорость диска, иначе это будет сумбур конкретный. Попробуем, что у меня будет получаться. Вот видите, как я тут все красиво предусмотрел. Попробуем. Ну, замечательно. Номер 26. Что я сделал? Я закрутил шарик, посмотрел на скорость шарика. Сначала определяется скорость шарика, потом посмотрел на скорость диска. На это ушло где-то 2-3 секунды. И поставил ставку. На нее тоже ушло где-то 2-3 секунды. Вот у нас есть физически только не более 5 секунд. Потому что потом уже может быть закрыта ставка и так далее, и так далее. Но тем не менее я сыграл 3 соседа, перед которыми я только что вам показывал, что это самая оптимальная ставка. Я сыграл 0, 21, 28, шарик упал 26. Я даже не стал вазан, шпиль делать, усиливать, потому что это уже хороший результат. Попробуем дальше. В данном случае скорость начальная была 1100 км в час. Я не стал ставить ставку, чтобы как бы разнообразить.
Замечательно, 10. Ну вот, посмотрите. Опять обратили внимание, да? Я сделал бросок, показал вам, скорость была 901 км в час, и сделал ставку 3 соседа. 10, 36, 1. Шарик остановился в номере 36, сыграл сосед 36, а это вот неделимое. Я успел поставить неделимое, потому что я играл зону 10, и как бы эти номера как бы ближе, ну, показывают зону 10. Это неделимые номера. Часто спрашивают, что такое неделимые номера. Неделимые номера – это удобно ставить в поле. Вы никогда не пропустите самое главное направление, самое главное, вы никогда не пропустите при быстрой ставке, а так как ставку делать надо будет после броска, вы никогда не пропустите какой-то номер вот в этом секторе, который вы выбрали, используя неделимые номера. Вот для этого есть и неделимые номера. Это выигрышная ставка, тем более здесь по 2 все. Замечательно. Пробуем еще. Ну вот, пожалуйста, опять бросок дилера. Я показал вам скорость и поставил ставку. Я сейчас сыграл зону 11, 11, 5, 34. Сыграл, опять же, сыграл золото и успел поставить неделимое. Я поставил неделимое 38, 11. Затем я поставил 13, 27, 36. А так как шарик шел в направлении шестерки, он шел против часовой стрелки, я на всякий случай подстраховал 6, 17, 34. Хотя мой сосед закрывал эти номера, но я думал, мало ли, я же усиливал. То есть я усиливал в секторе зоны 11 неделимые номера, которые ближе всего к номеру 11. Это 38, 11, это 13, 27, 36 и 6, 17, 34. Вот посмотрите. 38, 11. Три номера. 13, 27, 36 и 6, 17, 34. Я думаю, вы меня понимаете, поэтому для того, чтобы я понимал, что вы меня понимаете, еще раз смотрите, я надеюсь, что вы меня понимаете, то, что я здесь делаю, а теперь я хочу добиться и понять, что то, что я вам доношу, вы меня понимаете. Каким образом? Очень просто. Сейчас расскажу. Я сейчас сделаю несколько бросков. Я сделаю только 2 броска, потому что у нас сейчас 2 скорости. И попрошу вас, это будет домашним заданием, на следующих практических занятиях мы будем смотреть ваши отзывы, написать, какие были последовательности этих скоростей. Просто тупо, как говорится, взять на клавишах, набить там, допустим, желтый. Но я даже сделаю, я номера присвою этим номера, будет скорость, и я скажу, что вот на эту скорость напишите мне, какая была скорость вот на этот номер. Я думаю, я достаточно понятно объяснился. Итак, это домашнее задание. Попробуем. То есть я не показываю какая-то скорость. Вы сейчас должны были посмотреть на первой секунде и попробуйте мне написать. Шарик упал в номер 15. Это
первая скорость и еще. Я сейчас сделаю спин. Вы определяете скорость на первой секунде. Это очень важно, потому что потом уже нет никакой информации, шарик не несет. И он упал в номер 10. Как интересно, да? Ну, прям замечательно. А сегодня у нас 10 число, и шарик упал в номер 10. Простите. Итак, что мы имеем? Домашнее задание. Номер 15 – одна скорость из этих двух. Номер 10 – другая скорость. Я настоятельно прошу, потому что от вашей активности на ответы на мои домашние задания я буду понимать, насколько мы понимаем, что мы понимаем, и насколько нам нужно двигаться вперед. Скоростей много. Если бы мы жили по 500 лет, то можно было не торопиться. А, как говорится, время идет, и от вас зависит продвижение к главному. А что у нас главное, вы прекрасно знаете. Ну что, друзья, мне было приятно с вами сегодня пообщаться. Надеюсь, что я был понятен. И тот материал, который мы сегодня открыли, это еще одна скорость, 901 км в час. Вот она, теннисный шарик, это 901 км в час. Это 1100 км в час. Для тех, кто только-только вдруг открыл, напоминаю, что вы в контенте Сердце Лайв, и мы разбираем скорости, очень серьезно разбираем скорости. Посмотрите ранние эфиры, там все подробно я давал информацию, чтобы уже подойти к практическим занятиям. Если вам будет интересно, продолжайте смотреть, подписывайтесь. Это в ваших интересах, я думаю. Если вы серьезный человек, если вы так пирожки покушать, то лучше не надо, не напрягайте свои мозги, потому что это все равно ничего не получится. Еще раз, друзья, спасибо, что мы были вместе, и до новых встреч. Внимание, говорит Сердце Лайв. Сегодня 5 октября 2024 года. Посмотрите, шарик остановился в номере 5, рядом с номером 10. У меня в руках теннисный шарик желтого цвета будет показывать скорость 901 км в час. Скорость 1100 км в час. Белый шарик. Скорость 901 км в час. Желтый шарик. Белый, а ты сможешь, как я? А зачем? Я тебя, желтый, сжую. Я падать. Взяла из пляка. Убежал. Посмотрим в третьей практике.